взрослый трипс с крыльями. Он летает и может залететь в любую из орхидей. Ну и вторую орхидею поливаю точно так же. Они стоят рядом. Обработка этих двух орхидей обязательно. На всех препаратах написана дозировка. Внимательно читайте и первую обработку делаете так, как написано. Я предпочитаю последующие обработки, а их должно быть минимум 3, максимум 4. Делаю с повышением дозы. Вот если брать Актару, то на полграмма. Потому что каждый вредитель, он тоже хочет выжить. Он живой. Он для чего-то природе нужен. Поэтому они приспосабливаются очень быстро и очень хорошо. Добрый день, друзья! Продолжение истории о двух орхидеях парфюмерной фабрики, которые я приобрела в конце сентября, начале октября. Ссылку на видео, где я их первый раз показывала, оставлю в правом верхнем углу экрана. Но история с большим продолжением. Мне-то казалось, что так все будет замечательно, и они у меня растут, пускают корни. Все вроде бы с первого взгляда отлично. Но я же их покупала уценками. Они провели в магазине большое количество времени. Первый раз я их увидела в самом начале сентября. А потом, когда мы вернулись из отпуска, уже были уценки. И стояли они со всеми орхидеями, которые там были. Новые, старые. А как мы знаем, если орхидеи какие-то старые, они же перезаражают друг друга всякими разными болезнями, вредителями и так далее. И вот проявление вредителей я заметила через 2 месяца. Мы с вами очень часто говорим, что новые купленные орхидеи должны быть поставлены на карантин. Да, у кого-то есть место поставить на карантин, у кого-то нет места поставить на карантин, но за ними нужно наблюдать. Поэтому я внимательно наблюдала за этими 2 орхидеями. У меня уже и места нет для карантина. Они стоят сбоку, но не очень далеко от основной коллекции. Что же я заметила через 2 месяца? Очень хотела показать вам в телеграм-канале, потому что я показывала их активный рост там. Ссылку на телеграм-канал оставляю в описании под видео. Но не получается, фотографии не получается. Даже я сейчас боюсь, что не получится вам показать то, что я заметила. Сложно это показать, а просто так рассказывать неинтересно. Так вот, одна орхидея прекрасная. Корни растут, лист растет. Это та орхидея, о которой я говорила, что сначала начали расти корни, а потом листик. А вот эта шустрая орхидейка, которая растила лист, и только потом у нее появились корни, и оказалась зараженная трипсами. А почему еще это так долго происходило? Да потому что у нее цветочки были. И она, как бы не сильно росла, и цветы она держит. Посмотришь на нее, вроде все нормально, а потом вдруг бах, и трипсы. Первые признаки трипсов. Вот не знаю, возьмет ли камера. Это уже даже не первые, это уже вторичные признаки трипсов, потому что явно взрослый трипс на ней был. И что взрослый трипс делает? Он прокалывает лист, и на листе появляются бугорки. Вот здесь видно? И здесь вот их много-много, этих бугорков. Вот они.
Если присмотреться внимательно, но даже в микроскоп эти бугорки, они как-то сливаются с листом, рассмотреть их сложно, но вот микроскоп сложно, а в лупу видно, что в середине этого бугорка есть прокол. И вот трипс, прокалывая лист, откладывает яйца внутри листа. Но у меня так они стоят, что я центр розетки не вижу, а вижу как раз вот эти части листьев. Я сначала увидела эти проколы, а потом вот они еще одни признаки трипсов, полоски на листьях. Вот так личинки подъедают, покусывают молодой лист и оставляют такие полосы. Вот там, где они поработали своими, в кавычках, зубами. Что же в этом случае нужно предпринять? Конечно, избавляться от вредителей. Для меня самый оптимальный препарат для борьбы с трипсами – это Актара. У нас в продаже появились маленькие пакетики, но появились они давно, я пользуюсь ими уже больше года. Актара настоящая, и расфасовка 1,2 грамма. Я ее разбавляю на литр воды, поливаю и обязательно опрыскиваю. Сейчас расскажу и покажу, как я это делаю. Но это не один препарат, которым можно бороться с трипсами. Есть очень много препаратов, можно выбрать любой. Я вам просто их покажу. Кому-то помогает, кому-то нет. По-разному. Батрайдер очень хорошо помогает. Но следите, чтобы не было в том месте, где вы обрабатываете орхидеи, конечно, вот таких вот животных. Да вообще, когда вы используете какие-то химикаты, животные, люди, вы должны быть чем-то защищены. То есть или это делать в отдельной комнате, где больше никого нет, особенно, конечно, детей, или же, ну, на воздухе я сказать не могу, потому что у меня тоже квартира, и как такового во двор мне выйти некуда. Но если кто живет в частном доме и могут выйти во двор, конечно, все процедуры желательно делать на свежем воздухе, когда нет ветра, ну, дождя и не палящее солнце. Желательно это все делать в утренние часы, даже если это квартира. Так что пользуйтесь любыми препаратами, которые у вас есть под рукой. Потом можете купить более сложные препараты. Но я всегда беру изначально Актару и работаю только с ней. То есть 3-4 обработки я делаю Актарой. Вы помните, что, или знаете, что у нас еще продаются пакеты с Актарой на 4 грамма. Но если у вас нет точных весов, для первой обработки высыпите на листик Актару, ровненько ее распределите, хотя бы 4 приблизительно одинаковых полосочки проведите, разделите на 4 части, ну хотя бы визуально. Если будет там на 1/10 часть Актары больше на литр, ничего страшного в этом не будет. Ну, все равно 4 грамма мы ложками не измеряем. Но если у вас есть такая мерная ложка на 1 грамм, ну хотя соль, например, сахар и Актара, это будут разные весовые категории. У меня есть маленькие электронные весы, ювелирные. Они у меня отмеривают, ну, даже 0,5 грамма. Не 0,5, а 0,05. 0,05. Вот видите, муж лучше знает, какие у меня весы есть, потому что сам мне их и заказывал где-то. Сейчас я принесу их, покажу. Давно не пользовалась, кстати, ими. Но если ничего этого нет, ну как-то выходите из ситуации, как-то придумываете, как это сделать, потому что нужно 4 обработки, и каждая обработка с увеличением дозы препарата. Сейчас весы принесу, покажу. У меня есть вот такие электронные весы, называются они ювелирные. Приобретали мы их очень давно, им, наверное, лет
5, если не больше. Ну, сейчас есть много разных. Да, они маленькие. Вот видите, пакетик Актара вот такой, но по сравнению с весами, ну, в 2 раза больше весы. Включаем. Сейчас я просто положу пакетик на весы. Вот видите, здесь должно быть 1,2 грамма, а здесь, так я не вижу с той стороны, ну вот 1,12. 1,12. То есть, ну, еще что-то весит упаковочка. А может быть, это нетто или брутто, или тут не написано. С упаковкой она весит 1,2 грамма. Ну, в общем-то, нам и нужен 1 грамм на литр. Если вы отмериваете очень точное количество грамм, то такие весы помогут. Так, литр воды. Не забывайте, что вода должна быть теплая. Так, все наши красавцы ушли. Животные, в смысле. Ну да. И Сёма, и Ричи. Вон. Так, Ричи, не уходи. Уходи. Почему я каждый раз вам рассказываю, что вода должна быть теплая? Когда-то, ну не так давно, где-то я прочла, что для того, чтобы орхидеи зацвели, их надо поливать холодной водой. И так было интересно. Почему мы все время думаем, что холодные подоконники это плохо для орхидей? То есть это же корни холодные, там они влажные. Вот холодной водой вот поливать самое то. Это все я рассказываю в кавычках. Не нужно поливать холодной водой орхидеи. И что такое холодная вода? Начнем с этого. Да, и у всех холодная вода разная. Должна быть температура воды 28-32 градуса. Это естественное их состояние. Это температура того дождика, который Да. идет там где-нибудь в Индонезии. Даже если температура, например, воздуха, при том, что они выпускают цветоносы, доходит до 15-20 градусов тепла, то это не говорит о том, что вода с неба льется. Холоднее значительно, там около нуля. Ну, придерживайтесь температуры, ну минимум 22 градуса. Если уж вам хочется полить вот холодной водой. Но я никогда этого не делаю. И так сейчас на подоконниках не жарко. А еще и холодной водой полить. Как на это орхидея среагирует? Большой вопрос. Так, сразу хочу сказать, что я не только поливаю корни орхидей, но еще обязательно опрыскиваю. Хотя Актара – это системный препарат, то есть при росте орхидеи проникает во все клеточки растения. Знаете, пока это фрикасе сварится, пока это дойдет до листика орхидеи, где трипс отложил яйца, пройдет много времени, поэтому и опрыскиваю, и поливаю. Даже иногда опрыскивание более действенное, более быстро действует, чем полив. Сразу нужно отлить воду для опрыскивания, а потом поливать. Для опрыскивания должна быть тоже чистая вода. Ни в коем случае вообще повторно не обрабатывать Актарой. То есть слили, потом в другой горшок налили. Так не делается. Один раствор для одного растения. Я это делаю вот так грушей. Вот у меня стоит опрыскиватель рядом. Опрыскивать я не буду вам показывать, как это делается. Это все понятно. Просто Ричи пришел к нам. И как всегда, по краю горшка поливаю корни орхидей. Сейчас скажу и дозировку, и как часто это делать. Если орхидеи стоят рядом, и вы увидели трипса на одной орхидее, и если вот так у вас на полке они все рядом стоят, то нужно обрабатывать, хотя бы опрыскивать все рядом стоящие орхидеи. Взрослый трипс с крыльями, он летает и может залететь в любую из орхидей. Ну и вторую орхидею поливаю точно так же. Они стоят рядом,
обработка этих двух орхидей обязательно. И на той полке, на которой стоят эти две орхидеи, я все орхидеи опрыскиваю. Теперь дозировка Актары. Если вы берете какой-то другой препарат, смотрите, на всех препаратах написана дозировка. Внимательно читаете и первую обработку делаете так, как написано. Я предпочитаю последующие обработки, а их должно быть минимум 3, максимум 4. За это время мы справимся с трипсом. Делаю с повышением дозы. Вот если брать Актару, то на полграмма. То есть первая обработка это 1 грамм, вторая обработка это 1,5 грамма, третья обработка это 2 грамма, и четвертая, если она нужна, бывает не нужна четвертая обработка, это 2,5 грамма на литр теплой воды. Точно так же поступаете и с другими препаратами. Потому что каждый вредитель, он тоже хочет выжить. Он живой. Он для чего-то природе нужен. Поэтому они приспосабливаются очень быстро и очень хорошо. Обязательно еще раз расскажу вам про клещей. Я недавно разговаривала с биологом. Мне так человек авторитетно рассказал про клещей, клопов, вот этих всех, которые могут присутствовать и у нас в квартире, слава богу, у нас нет. Но клещи, паукообразные, все вот туда относятся. Как оказывается, нужно с ними работать. Может, меня кто-то, конечно, поправит, но мне было очень интересно послушать человека, который в этом хорошо разбирается. Ну вот, вернемся к нашим орхидеям. Таких обработок делаем 3-4 с разницей в 7-10 дней. Почему такая разница? Потому что трипсы взрослые, они могут очень быстро размножаться, и если подходит им температура и вот условия для них идеальны, то они могут откладывать яйца в 7-10 дней. Для того, чтобы мы убили и взрослого трипса, и личинок. Вот такие обработки мы повторяем в течение месяца с разницей 7-10 дней. Но вот Актару пишет, что она действует внутри растения 20 дней. 20 дней, может, она и действует, но она же теряет потихоньку свои свойства. И получается, что если мы обработаем раз в 20 дней, трипсы успеют отложить яйца, личинки выведутся, мы с вами будем обрабатывать, ходить по кругу, и нам килограмма на литр Актары в конечном итоге не хватит, потому что они уже выработают и резистентность к этому препарату на каком-то 10-м поколении. Поэтому если вы начали обрабатывать и избавляться от этих вредителей, доведите дело до конца так, как это нужно. И вы забудете о том, что такое трипс. Точно так же, как и с трипсом, мы боремся с мучнистым червецом и со щитовкой. Только опрыскивание не нужно, потому что мучнистые червецы и щитовки одни защищены панцирем, другие защищены этой белой обсыпкой. И не получается опрыскиванием им как-то навредить, только если они прокусывают растения. Пусть вы никогда не заметите этого вредителя на своих орхидеях, потому что вот эти полоски, они очень портят красоту листьев орхидеи. А если в это время еще и выпускаются цветоносы, то цветоносы обязательно опрыскивать. Трипсы очень любят молодые, нежные, сладкие бутоны. Они забираются внутрь. Да, они забираются внутрь, там они съедают все это, и цветения вы своих орхидей не увидите. В прошлом году одна из моих подписчиц
боролась и с клещом, и с трипсом, чего там только не было. И цветение орхидей так и красивого, вернее, цветение орхидей так и не получилось. Это очень-очень обидно. Пришлось доснять буквально 30 секунд ролика. Я уже все убрала со стола. Да, я уже опрыскала 2 этих орхидеи и все остальные. Но вспомнила, что я вам не сказала, когда же вылить воду. Но здесь есть 2 нюанса. Если вы полностью погружали горшок, то это 10-15 минут. Если вы, как я, наливали в поддончик, то можно подержать и час, и 2, для того, чтобы вся кора в горшке пропиталась. Я так делаю всегда, ничего страшного с орхидеями не случится. Но если вы погружаете горшок полностью в раствор, у вас уйдет больше раствора значительно, то 10-15 минут, не более. Лечим орхидеи, избавляемся от вредителей. До новых встреч, увидимся на канале.